Друзья, а сегодня мы попытаемся развеять Давай слухи. поздороваемся вначале. Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». И Всем привет! по-прежнему для вас Татьяна и Алексей. Тема сегодняшнего нашего ролика какая? Мы сегодня попытаемся развеять некоторые слухи, которые здесь ходят на побережье и вообще про Испанию. Не только на побережье, а вообще про Испанию. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, как обычно, берите чашечку Чашечку кофе, кофе. раз вы смотрите этот ролик утром. Раз вы смотрите наш ролик, значит, вам интересна Испания, как минимум. Сейчас мы вам расскажем те какие-то слухи и сплетни об Испании, какие-то минусы, может быть, про которые люди говорят или пишут. И попытаемся разобраться, так ли это или нет. Очень часто слышим мы, что Испания, первый такой слух, можно сказать, или первое мнение об Испании, что Испания – это страна для богатых. Так ли это? Ну, я хочу сказать сразу, что, конечно, в каждой стране, каждую страну можно назвать, что страна для богатых, потому что если ты человек состоятельный, ты, естественно, себе можешь создать условия, купить дом, чтобы был бассейн, чтобы были каждый день у тебя фрукты. И если вы сейчас все это дело перечислите, что делает человека богатым, не считая там самолеты, яхты и автомобили, то вы поймете, что в Испании каждый человек может себя чувствовать богатым. То богатство – это не только финансовая составляющая, но богатство – это еще и красота души, и какие-то качества, умения, навыки. Поэтому можно сказать, что да, любая страна, вот в ней могут уживаться или не уживаться люди, богатые душой, богатые своими какими-то навыками, знаниями, опять-таки. Поэтому вот это слово, оно достаточно такое неоднозначное. Ну а если серьезно сказать, что вот Испания – страна для состоятельных людей, у которых большой кошелек или большие счета в банке, так ли это? Но на самом деле я здесь могу посомневаться, потому что здесь совершенно разные люди, совершенно разным достатком, в том числе и иностранцы, которые приезжают. Многие приезжают здесь просто, работают и не имеют каких-то больших счетов в банках. Многие пользуются государственной медициной и снимают достаточно недорогое, экономически выгодное жилье. И дети ходят в бесплатные публичные муниципальные школы. Поэтому с этим я тоже не соглашусь. Есть места и локации, где более дорогие дома и виллы, есть простые какие-то квартиры и урбанизации. И люди здесь проживают с совершенно разным достатком. То есть, если есть возможность жить в каком-то районе лакшери, плавать, кататься на яхте и снимать или покупать виллу, люди это себе позволяют. Ну а если нет, люди просто живут так же, как и местные, которые совершенно разного уровня достатка. И здесь нету супер большого количества состоятельных местных людей. Здесь очень много людей, которые работают. И здесь живут люди абсолютно разного достатка. Ну, слух второй от первого, он как-то проистекает. Это про дорогую медицину или там малодоступную медицину, европейскую, в частности, испанскую. Тоже говорят, что очень дорого, дорого лечиться и так далее, что вот раньше приезжали сюда только люди состоятельные, как бы лечиться, да, операции какие-то делать. Но опять хочу сказать, что здесь есть государственная медицина, и люди, которые работают, они все, конечно же, имеют доступ к государственной медицине в том числе, да, и она для них практически бесплатная. То есть все и бабушки, и дедушки, все лечатся, все получают какие-то процедуры, в этом я убедилась уже совершенно недавно, и стоматология у них доступна, и все с имплантами в основном, да, вот, в принципе, ходят. Но я хочу тебя немножко добавить, что бесплатная медицина, это не означает, что это поликлиника какая-нибудь там государственного уровня со серыми стенами. А на самом деле это точно такой же госпиталь, абсолютно тот же самый, который принимает и платных, и бесплатных. Просто единственное, что вы идете по страховой карточке государственной в госпиталь, который вас обслуживает. То есть уровень медицины, что платный, что бесплатный, абсолютно одинаковый. Это одни и те же медицинские учреждения в У основном. нас, как у иностранцев, у нас было условие именно частную медицинскую страховку приобрести. Но могу сказать, что по сравнению с другими странами она тоже очень доступная. Поскольку сама медицина действительно может быть дорогой услуги, прием у врача, ну, все люди ходят здесь, имея либо государственную, либо частную страховку. И это очень выгодно, и это очень надежно, да, и медицина очень быстрая, качественная. Вот с этой точки зрения сразу могу развеять все слухи. Все лечатся, всем оказывают помощь, даже если нет никакой страховки, первая помощь оказывается всем людям, независимо от их социального статуса, от национальности или от их прибыли
пребывания, легальности на территории Испании, будь то легалы, нелегалы, всех все равно вылечат и умереть никому не дадут, это Да, точно. никто с переломом на улице не валяется. Да, вот. Так что этот слух тоже возможен. Слух третий. Многие говорят, что в Европе, в частности в Испании, очень дорого содержать автомобиль. Дорогое горючка, дорогое обслуживание, дорогое содержание и дорогие налоги. Мы на своем опыте можем вам рассказать, что сейчас, вот, допустим, зимой стоимость дистоплива была где-то 1,4-1,5 евро. Сегодня утром мы выехали 1,29. Соответственно, стоимость упала вот именно сейчас почти, то есть регулярно цена то поднимается, то скачет. В данный момент упала на 20 центов, а если перевести, кто переводит в рубли, то это почти там 17 рублей. То есть существенно. И когда вы считаете и говорите, что дорогая горючка, вы посчитайте зарплату, которую получают здесь местные жители, и в пересчете на это вы увидите, что вовсе она недорогая. Это первое. Второе, говорят, что здесь большие налоги. Но вот мы за свой автомобиль платим налог государственный, который за автомобиль 150, по-моему, да, евро? Да. 150 евро. И 100 евро за квартиру, да? Да, ну я В имею в виду, вот, год. если про машины брать, страховка у нас обходится 230, по-моему, 9 евро. То есть это ОСАГО так называемая, но здесь ОСАГО немножко расширена, здесь входит эвакуатор, которым мы воспользовались. То есть у нас, когда сел аккумулятор на дороге, машина не завелась, мы вызвали по страховой эвакуатор, это ОСАГО, еще раз подчеркну, это не КАСКО, как многие считают. Помимо этого, помимо помощи на дорогах, входит разбитие стекол, если разобьют, нам по страховой это делают, если случится пожар, то есть это тоже все входит вот в эту страховку ОСАГО. Еще раз повторюсь, стоит она 239 евро вот на нашем автомобиле. И если вы суммируете эти суммы и пересчитаете на свою сторону, вы поймете, что в принципе содержание автомобиля здесь, причем вне зависимости от мощности, сколько Марки, у вас там, модели, да? да, 500 лошадиных сил или там 100 лошадиных сил, то есть разница будет не очень большая. Это вот третий слух, то есть в Испании не сказать, что дороже, чем в других странах содержать автомобиль. Слух четвертый или третий, какой у нас по Четвертый. счету? Четвертый, да, что здесь в Испании нет совершенно рабочих мест, вообще плохо с работой. Отчасти, может быть, это и так, то есть здесь нет изобилия рабочих мест, и нет такого, что вот вы приехали, и вам сразу же право на работу дали. Очень многие люди переезжают без права на работу, и, конечно, это по сравнению с какими-то странами гораздо сложнее. То есть 5 лет надо ждать разрешения на работу, либо находить заранее работодателя, и имея какую-то уникальную профессию, амалогировать свой диплом. То есть, да, трудности действительно есть, но вот так сказать, что местное население все прямо не имеет возможности устроиться на работу, тоже так нельзя сказать, потому что, ну, вот сейчас рынок как-то отмирает, вернее, рынок как-то оживает, Размораживается, да. рынок оживает, и поэтому появляются, соответственно, новые рабочие места, но так как многие испанцы не хотят учиться в университет, ну, не хотели раньше, сейчас очень много молодежи все-таки идет в университеты, вот, об этом говорит вообще и конкурсы на места и так далее, то, соответственно, многие просто не имели каких-то профессий, не имели какого-то уровня образования и претендовали на низкоквалифицированный труд, его было мало, и поэтому возникала вот такая вот конкуренция. Но вот сейчас мы видим, уже рынок как-то оживает, и поэтому надеемся на то, что эта проблема, она как-то и иссякнет, и уйдет. То есть я могу сказать по поводу работ, это, ну, такая двоякая ситуация, то есть однозначно здесь нельзя сказать. Все-таки мы не видим большого изобилия рабочих мест, но очень многие люди, в том числе и наши соотечественники, они действительно здесь открывают и свой бизнес, и находят себе работу, и работают, и в том числе по контракту. Поэтому не все так однозначно, скажу я. Варианты какие-то есть. Тот, кто ищет, тот всегда находит и получает контракты, и получает резиденцию с правом на работу, и находит своего работодателя, либо открывают свои какие-то направления. Это могут быть кафе, мы видим своих соотечественников, рестораторов, те, которые держат кафе. Это может быть арендный бизнес с получением лицензии. У нас тоже есть такие знакомые соотечественники бывшие. И это может быть строительный бизнес, это может быть, ну, совершенно разные направления. Поэтому не все так однозначно, скажу я. Вопрос такой двоякий. И есть также врачи, которые переезжают, амалогируют дипломы, изучают язык и успешно работают. Миф пятый.
Многие говорят, что в Испании очень большие налоги. То есть, если вы зарабатываете, ну, мы уже как-то рассказывали в одном из видео, если вы зарабатываете, ну, условно, 12 тысяч евро в год, вы платите 19%, если больше 12 до 24%, по-моему, вырастает налог. Ну и дальше доходит там почти до Налог в 45%. То есть зависимости прогрессивная шкала, да. от заработка. И многие говорят, что вот здесь, если вы много зарабатываете, вы больше половины отдаете все государству в виде налогов. Но поймите, многие, те, кто умеют зарабатывать много, они умеют и правильно распределять свои доходы. То есть, если вы, естественно, зарабатываете и складываете их условно на счет, свою прибыль, если компания зарабатывает и получает прибыль, и ничто с этим не делает, естественно, вы заплатите половину от стоимости, если вы очень много зарабатываете. А можно вкладывать в бизнес тоже, Да, да? но многие компании, естественно, в Испании, они делают, как и во всем мире, то есть зарабатывая большую сумму, вы и вкладываете большую сумму. То есть реальная прибыль вы показываете почти нулевую, оборот компании очень большой. И если сравнивать с другими странами, то здесь достаточно благоприятные условия для ведения бизнеса, потому что все затраты, которые вы несете в своей компании, они снижают налогооблагаемую базу. И, соответственно, если, ну еще раз повторюсь, да, если вы заработали много, но вложили их в какой-то куда-то дальше, еще куда-то в какой-то, может, другой бизнес или приобрели что-то для своего бизнеса, то, естественно, вы таких больших налогов не платите. Миф шестой, языковой. Да. Многие из вас, может быть, слышали, мы вот тоже раньше слышали перед переездом, и как только переехали, что испанцы, они вообще не говорят на английском языке. То есть испанский язык – это их основной, и вы не сможете говорить ни с кем на английском языке. Ну, хочу сказать, что это не совсем так. Действительно, может, старшее поколение какое-то и не знает английского языка, или недостаточно хорошо знает, и многие, может быть, не изучали его в том объеме, чтобы легко и спокойно разговаривать, но молодежь современная, она образованная в основном, ну, много образованной молодежи. И, конечно, уже молодежь открыта миру и общаются на английском языке. Кроме того, если ходить по туристическим местам, отели, кафешки, разные рестораны, музеи, достопримечательности какие-то, то работники тех мест, они знают английский язык. И также вот, когда мы ходим в госпиталь, в какие-то, да, клиники, то английский язык тоже в ходу у медиков, у среднего медицинского персонала. Поэтому это же грамотные люди, они получают хорошее образование, поэтому они знают английский язык, помимо испанского, помимо латинского, да, наверное. Вот, английский язык. И дети в школах... Латинского, латыни, Миша, Латыни, да? да. Извините. И дети в школах изучают тоже английский язык, достаточно на большом уровне. Ну, вообще, я Много хочу... англичан здесь проживает, англоговорящих, я имею в виду ирландцы, англичане, вот в некоторых местах, вот в частности в нашей локации. Поэтому, в принципе, это не совсем так. Я думаю, что сейчас, если вы знаете английский язык, то это тоже может вам помочь при путешествии по Испании. Я хочу сказать, добавить, Татьяна, тебя, что многие, которые берут информацию там 80-х годов, когда там испанцы не учили язык, допустим, то сейчас во всем мире, естественно, знание 2-3 языков это считается минимум. И мы вот встречались недавно, общались с бельгийцем, который, ну, франкоговорящий бельгиец. И когда он узнал, что у нас Дима с ним просто разговаривал, сначала разговаривал на испанском языке, потом они перешли на английский. А потом мы добавили несколько фраз из французского, и он тоже сказал, что да, сейчас, говорит, я лично, говорит, знаю 4 языка. Причем это был, ну, такой пенсионер, можно сказать, дедушка, который тоже владеет 4 языками. И молодежь сейчас, да, вот у наших друзей из Финляндии, у них внучок тоже знает, и дети тоже знают несколько языков, и сами они знают тоже несколько языков, как минимум там финский, русский, эстонский, английский, то есть это уже норма жизни для многих. Да, наша норма жизни сейчас вообще в мире, что, естественно, каждый человек должен знать несколько языков. 1 или 2 языков недостаточно, все равно вы хотите не хотите, языки очень похожие, ну, по крайней мере, там существительные, не считая глаголов. То есть в любом случае, и в том числе и в Испании развивается, и народ, местное население учит языки, вот, и уже очень многие
общественные места говорят на разных языках. Ну, и Причем, особенно молодежь, я думаю, потому что есть же все-таки миграция, люди приезжают из да, англоговорящих стран, молодежь, она больше, быстрее как-то кооперируется между собой, мгм. общается, это я по нашим даже сыновьям вижу, и, конечно же, они уже легче начинают говорить, у них много общих интересов, поэтому легко, вот один язык, он сочетается с другим, и два языка, они всегда друг дружку, вот я сама по себе знаю, что когда ходишь по туристическим местам, если мы знаем английский немного и испанский, то два языка, они вместе помогают читать информацию, даже таблички, которые, указатели есть, это помогалочка такая. Да, и еще хочу сказать, что кто учился в Советском Союзе, и нам всегда говорили: ой, ты язык, у тебя акцент, ты не так говоришь, не так говоришь по-английски, у тебя очень сильный русский акцент. Но какой же у тебя будет еще акцент, если ты сам не англичанин, Действительно, если ты не носитель если ты не английского. носитель, да. И вот эта составляющая, здесь ее никто на нее не обращает внимания, потому что очень много и марокканцев из Марокко, очень много итальянцев, и каждый разговаривает со своим, естественно, акцентом. Ну, Прекрасный прибалтийский акцент. наш славянский акцент никуда не убрать, он присутствует, и многие, живя здесь по 10-15 лет, и даже находясь в каком-то интернациональном браке, они, тем не менее, все равно говорят со славянским акцентом, и не пытаются там как-то вот межзубные такие говорить, то есть совершенно нормально говорят со своим славянским акцентом, и говорят, а что такого, мы из славянской страны, поэтому и говорим так, И тут нет соответственно. такого, что вот кто-то скажет: нет, у тебя что-то плохо с акцентом. Тут это никого не интересует. Тут интересует только понять человека, Да. понять и изъясниться, зная основы языка и выучив там 50 условно глаголов и 100 слов, вы можете прекрасно общаться. Но опять-таки, друзья, мы говорим только на нашем опыте. Конечно. Свой опыт вы можете всегда писать в комментариях. Мы это ценим, нам это нравится, это полезно. Полезно не только нам, но всем зрителям нашего канала, тот, кто смотрит наши ролики. Так что обязательно делитесь своим опытом. А мы всегда подчеркиваем, что мы опираемся только на свой опыт жизни здесь, в Испании, и на то место, где мы живем. Это только лишь наш опыт, наше впечатление, наше мнение. Миф седьмой. Миф Одиночество. Миф седьмой, да. Многие говорят, что вы там будете одиноки, вы никогда не будете иметь своего круга общения, только это будет ваша семья и что-то такое вот. То есть вам будет там грустно, вас никто не примет, вы будете гастарбайтерами там, вы будете на низшей ступени социальной всегда, и вас будут всегда считать там, я не знаю кем, да, Мгм. мигрантами, вечно, с штампом на лбу. Ну вот как к этому можно отнестись? Я думаю, что у всех индивидуальные какие-то истории судеб, у каждого свое есть, конечно, где-то негативное у кого-то, обязательно это встречается, у кого-то, наоборот, позитивное. Молодежи всегда легче, чем младше человек, тем ему легче адаптироваться в этой жизни, в среде, в новой языковой среде. Все по-разному, наверное, но на самом деле здесь не чувствуешь себя одиноким, не чувствуешь, что ты замкнут только на себе или на своих близких, своей семьи. Всегда есть свои соотечественники, А я сейчас которые объясню, почему это так. многие охотно общаются. Ну, и местное население, они не против того, чтобы общаться, что-то рассказывать, контактировать. Они достаточно доброжелательные. Да, у испанцев, может быть, есть такая привычка, да, или какая особенность, что они не впускают сразу в свой дом, наверное, не становятся друзьями, вот соседи, да, долго присматриваются, но присмотревшись, они начинают достаточно доброжелательно общаться. То есть, в принципе, места проживания, вот где мы интернациональное место, здесь нас много переехавших из разных стран, и мы не можем чувствовать себя одинокими. У нас всегда есть с кем пообщаться. Что ты думаешь, Алексей? Я думаю о том, что, ну, даже хочу поделиться, что в детстве я жил в городе Кулябе, как кто смотрит наши ролики и знает, город Куляб — это Таджикистан, это 60 километров от границы с Афганистаном. И то русскоязычное население, которое жило вот в нашем городке, населением был, по-моему, 70 тысяч человек, и все друг друга знали, то есть все как-то пересекались, общались, и вот когда говорят, что вы здесь приедете и будете разговаривать только со своей семьей, то здесь происходит совершенно другое. Здесь каждый русскоязычный или человек
родившиеся в СССР, скажем так, Постсоветского постсоветского пространства. пространства, они тянутся друг к другу, помогают друг другу, мы все общаемся. И также этот же пример можно привести про другие языковые группы. Допустим, ну вот марокканцы или арабы, они в своих группах они общаются, они ходят в свои магазины, они посещают своих мастеров и так далее. То же самое происходит и с русскоязычным населением. И хочу привести пример, когда мы жили в Санкт-Петербурге, то есть мы в своем, ну не считая там друзей, знакомых и так далее, мы в своем доме знали, ну, соседей по лестничной клетке и, может быть, там кого-нибудь сверху или снизу, и все. И причем вот переезжали из одной квартиры в другой, то есть не было такого, что мы знаем его весь дом, всех, кто, где, и все общаемся. Не, Такого ну нет. были школьные друзья, коллеги, Ну, еще что-то. в меньшем Но состоянии. я хочу сказать, нас же сейчас никто не отобрал, наших школьных друзей и коллег. Ты можешь общаться с Естественно. родителями, сейчас есть хорошая видеосвязь, можно общаться с родителями, можно общаться со своими друзьями, коллегами. И некоторые из них могут приехать сюда тоже. То есть, ну, есть люди, которые все-таки проезжают как-то, путешествия какие-то, да? Да. Вот, поэтому, извини, я перебила. Не, ну я к тому, что когда мы жили вот в Кулябе, мы знали не только соседей по дому, но еще знали Всю улицу, да? соседей по городу. Да, Праздновали вместе, да, да. праздники какие-то. Так что вот так Ну, вот. здесь такого нету у нас, здесь нет такого, что вот прям вся улица празднует какой-то один праздник, но, в принципе, наверное, мы не чувствуем какого-то одиночества здесь, мы не замкнуты на своей семье, мы всегда, ну, это наш канал этому подтверждение, у нас много подписчиков, которые здесь живут, мы этому очень рады. Вот. Многих встречаем на улице. Да, много встречаем Да, на улице, друзья, это тоже очень всем огромный большой. привет и очень приятно вас видеть. Да, это очень большой тоже приятный момент общаться с людьми, не только так вот односторонне, но когда мы видим вас тоже, это классно. Ну и вообще новые люди, какие-то новые знакомства. Я не говорю, что надо в розовых очках ходить и думать, что тут все ждут друг друга, да. То есть разные люди, конечно, и негативный опыт у нас тоже есть, общение с людьми, и какой-то, может быть, со своими соотечественниками даже здесь. Это разумеется, то есть не все так розово, но все зависит от человека, я думаю. Можно находить какие-то такие же языковые курсы, кружки, секции, рабочие моменты, соседи, новые какие-то знакомые. И некоторые переезжают тоже сюда жить, поэтому из наших родных мест в прошлом. Вот, Причем поэтому... случаются такие встречи, когда вот мы на рынке встретили из Санкт-Петербурга знакомых, совсем случайно, а потом была, ну там по рабочим моментам я тоже пересекался с людьми, с которыми встречались в России. То есть такие просто встречи, которые в голове даже не укладываются. В общем, и по этому вопросу мы, друзья, можем вам сказать, что это все неоднозначно. Конечно же, все зависит от человека, конкретной семьи, от конкретного человека. Миф 8. Миф 8. Фумадорный. Да, мы очень часто слышим, что люди говорят, что в Испании прям все повсеместно курят, что там такая нация курящих, и курят тем более какие-то разные запрещенные вещи. Вот. Но прежде всего хочу сказать, что все запрещенное, оно запрещено законом, во-первых. Во-вторых, даже в правилах дорожного движения все это записано и оговорено. И в-третьих, вот мы, например, не можем сказать, что повсеместно очень многие места и кафе у себя на открытых террасах запрещают вообще, в принципе, курить, неважно что. И на пляжах на многих очень вводят запреты какие-то на курение. Поэтому с этим делом тоже все регулируется, ведь, друзья, и законы работают на самом деле, и людей штрафуют, и людей наказывают за это. И вообще хочу сказать нашу старую добрую поговорку: свинья грязи найдет. Поэтому в любой стране можно найти всякую разную там запрещенное что-то или незапрещенное. Вот, поэтому слух этот я тоже развеиваю, я думаю, на нашем уровне, потому что мы особо ничего такого не видим. Где-то бывают какие-то там моменты, но тем не менее хочу еще раз сказать, это запрещено. За этим как-то вот нам так кажется,
все-таки здесь следят и какие-то меры принимают. Ну, С полиция каждым регулярно годом, да, выкладывает, что с кого-то каждым поймали. годом становится лучше и лучше, как мне кажется. Раньше, когда мы ездили на Канары, прямо из каждой форточки курили сигары, причем Мгм. ужасные. Вот, сейчас становится полегче, меньше курева, больше норм. Но это мое такое субъективное мнение. Ну, в свою очередь я хочу сказать, что те компании медицинские, которые страхуют по здоровью, естественно, они все спрашивают, курите вы или нет, во-первых. И во-вторых, те заболевания, которые относятся к курению, через какой-то период срока страхования вам, может быть, страховая компания не продлить свою страховку. То есть им невыгодно становится лечить ваши заболевания, и поэтому с вами просто расторгнут И договор. очень многие занимаются спортом. Посмотри, вот туда, если посмотреть, вдоль дорожки очень много ходит людей. Обратите внимание, что и на велосипедах, и пешком. А сейчас у нас раннее утро, 9 часов утра. Но мы пришли уже сюда час назад, в 8 часов, и люди уже ходили здесь очень активно. А сегодня у нас суббота, дорогие друзья. Хотелось бы, может быть, кому-то поспать, но нет, испанцы очень любят спорт. Да, Алексей? Вот ты Да, ходишь и в хочу сказать, тренажерный зал, расскажи что немножко. если вы придете в любой тренажерный зал в Испании, вы удивитесь, что народу там яблоку, как говорится, некуда упасть. Причем цены на спортзал достаточно высокие, потому что мы записывали ролик вот с чемпионом мира по пауэрлифтингу с Владленом Остапцевым, и он тоже подтвердил, что в Испании цены дороже, чем в Финляндии. Да. И народу действительно много, потому А что какие цены, скажи? ну, 50 евро, да? ну, условно, там 40-50 евро в месяц это занятие в спортзале. Есть и более дешевые места, но там надо при условии, если вы купите абонемент на год. Ну, это абонемент, Ну и там тоже. естественно. И очень много ходит молодежи. Молодежь почти все занимаются спортом. И то, что и Дмитрий у нас, когда ходил в университетский спортзал, подтверждал это. То, что мы здесь ходили уже в несколько спортзалов, и везде очень много молодежи и очень много почтенных господ в возрасте тоже ходят и занимаются спортом, хотят поднять свой уровень здоровья и поменьше Мгм. обращаться к врачам. Ну вот как-то так. Миф следующий. Следующий миф часто встречается, и часто люди пишут, что у вас с оккупасами и что у вас с криминалом. Часто говорят, что прямо чуть ли не всех квартиры, вот вы уедете, вашу квартиру или домик займут, и что происходит с этим. Тоже хотим развеять немножко этот слух. Дело в том, что мы вот так повсеместно этого не видим здесь. То есть нет такого массовой ситуации. Есть в некоторых моментах, сейчас Алексей вам расскажет, каких, но, естественно, как в любой стране, есть какие-то криминальные моменты, это естественно, есть ДТП. Кстати говоря, их здесь не так много, как мы видели. В Санкт-Петербурге. Да, в Санкт-Петербурге. Вот здесь гораздо реже это происходит и менее тяжелые. Вот. Но они бывают действительно. Бывают пожары, бывают воровство, взломы, об этом пишут. Велики Полиции бы не воруют. было, если бы этого не было бы. И у нас в свое время украли 3 велосипеда. Вот. Поэтому, конечно же, это есть, как в любой стране. Что уж там говорить. А если какие-то районы не очень хорошие, не очень благополучные в каких-то больших городах, то тем более там все может быть гораздо хуже. Вот. Ну, насчет оккупасов здесь тоже хочется сказать, что не все так, опять-таки. Ну, сейчас я сразу хочу сказать, что вот этот термин оккупасы, откуда он взялся. То есть по законам Испании, если вы сдаете в аренду свою недвижимость, и ваш арендодатель через там, год или через два после того, как прожил в этой недвижимости, или после того, как заключил договор, перестал платить, но договор у него присутствует на длительный срок, то он имеет право продолжать жить. То есть у него, условно, его уволили с Продолжать работы, жить в квартире, в продолжает домике, в жить этом в этом арендованном жилье. жилье, да, и не платить квартплату до того момента, пока вы у него не отсудите, пока он не заработает денег, и пока он это не вернет. Естественно, по суду это все он вернет и компенсирует, но вот этот период простой вы можете получить. Поэтому каждый арендодатель, который сдает недвижимость, он, естественно, подвержен тому, что ему не заплатят за вот этот период Ну, и не тряси аренды. ручкой. И поэтому получается, что вот этот миф, который вылез именно из законодательства Испании по защите именно тех лиц, которые снимают, то есть считается, что если вы сдаете жилье, значит оно у вас не одно. И вы можете таким образом поделиться
с тем, у кого нет сейчас денег платить. Ну да, это какая-то борьба против тех, у кого нет жилья, чтобы не было Да. бездомных, так сказать, тех людей, которые бомжуют. Вот. И таким образом государство действительно, возможно, решало такую проблему жилищную. Но К этим тому же вышел пользуются. новый закон сейчас об аренде, он тоже не всем нравится. Но этим пользуются многие окупасы, так называемые. Они заключают в договор, потом перестают платить, а потом говорят, заплати нам 3000 евро условно, и мы выйдем. Но хотела сказать, что если у вас единственное жилье, в котором вы живете, и вы уезжаете, допустим, то здесь важны факторы такие, по нашим наблюдениям. Первое, это, конечно же, жилье может ставиться у вас на охрану, видеонаблюдение, охрана, соседи, с которыми вы можете дружить, оставить им ключик, или кто-то близкий, кто может ходить, смотреть, наблюдать, открывать. И плюс это зависит еще, конечно, на мой взгляд, от локации. Если у вас приобретено жилье, и вы имеете жилье в районах городов, в тех районах, которые считаются не совсем благополучные, где много мигрантов, много безработных, где не очень хорошая криминальная такая ситуация, то, конечно, ваше жилье, оно может быть взломано, оккупировано и так далее. Вот такому риску люди подвергались, действительно. Но не знаю, чтобы это было так прям сильно массово и повсеместно. Люди стараются свое жилье как-то защищать, то есть ставить на охрану, ставить на сигнализацию, да. И арендодатели проверяют тщательно, Да. кому они сдают. Они требуют, если вы первый раз снимаете или сдаете, требуют оплатить сразу полгода или год, или посмотреть, где вы работаете, какая у вас зарплата. То есть это все есть такое. То есть такой момент есть. Мы не будем говорить, что его нет, но не будем также говорить, что это повсеместно, что это очень сильно и что это прям такая больная совсем тема для жителей. Но тема такая есть, конечно же. Все, конечно же, хотят, чтобы это как-то разрешили, урегулировали на законодательном уровне, чтобы было легче решать эти моменты, легче выселять тех, кто не платит, защитить свою недвижимость. Тут как бы 50 на 50, хочу сказать. Проблема есть, но она может быть, не сильно массовая, не каждый сталкивался с этим, хотя мы слышали среди наших знакомых действительно, что у кого-то где-то что-то заняли. Так, миф 10 про лень. Может быть, многие из вас слышали, что испанцы, они не любят работать, у них все время сиесты, фиесты и так далее, что они плохие работники. Действительно, праздников здесь очень много, фестивалей разных, карнавалов и так далее, это классно. И так исторически сложилось, многие имеют свои какие-то исторические, религиозные подтексты, истории, легенды. Или географически. Что скажем по поводу сиест, это с часу до 4 или с 2 до 5, конечно же, люди отдыхают. Опять-таки, потому что это жаркая страна, и во всех жарких странах, наверное, вы знаете, тоже люди днем отдыхают после обеда, нужно немножечко своему организму дать отдохнуть. То есть это тоже исторически так сложилось. И даже если здесь зима, все равно перерыв такой есть. Поэтому это все оправдано. Но не скажешь, что везде и повсеместно они прямо так ленятся. Да, есть выходные дни, когда не работают магазины. Да, есть какие-то праздничные дни, когда все закрыто, в банк надо ходить с утра. К этому можно приспособиться, и мы приспособились в первый год жизни сразу здесь, потому что понятно, почему это сложилось. Люди ценят свой отдых, люди И ценят свой свой труд. труд. Люди понимают, что нужно в жаркое время отдохнуть, чтобы не получить какой-то перегрев для своего организма. А многие считают, что здесь дорого вызвать мастера, он сразу берет условно 100 евро и так далее, и так далее. Здесь действительно все уважают свой труд, особенно труд человека, который делает своими руками. Это сантехник, электрик, строитель и так далее. То есть получается, если человек пришел, потратил свое время и сделал что-то своими руками, естественно, это оплачивается очень дорого. И причем, если сравнивать Испанию и Германию, то в Германии это еще дороже стоит. И поэтому здесь Земля любой, еще дороже, я да, слышала, если парикмахер. любой работник, который умеет работать своими руками, естественно, у него ставка, именно физическая, его физической работы, она достаточно высокая, чем, допустим, у инженера. Опять-таки все индивидуально. Кто с чем сталкивался, у кого какой опыт. Все двояко. Но одно могу сказать, что местные жители, какой бы квалификации они ни были, они достаточно доброжелательные, веселые, и все у них так на позитивчике, наверное.
с хорошим настроением. Ну, это то, с чем сталкивались мы. Такого уж какого-то негатива, наверное, да, мы не встречали. Друзья, надеюсь, мы все эти мифы развеяли. Если у вас какие-то есть сомнения, какие-то вопросы или какие-то Есть еще свои комментарии, какие-то обязательно пишите под видео. Если у вас есть еще какие-то свои там заметочки или мифы, или что-то мы не упомянули, какие-то слухи, сплетни, тоже пишите. Но мы постарались все свои впечатления вам рассказать. Надеюсь, что это будет кому-то полезно. Не забывайте ставить лайки. Опять-таки хочу сказать, никаких розовых очков нету, все жизненно, жизнь она везде, там есть и плюсы, и минусы, какие-то моменты позитивные и негативные, но у нас нету таких вот сильных негатива здесь, все, что там пишут, иногда это бывает то, с чем мы, в принципе, и не И сталкивались. в качестве мотивации хочу сказать, что человек сам себе строит свою судьбу. Живите и получайте удовольствие от жизни. А я хочу сказать, что не место красит человека, а человек место. И в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Если поддерживаться все-таки чужим правилам, каждая другая страна, там есть свои какие-то правила, то, в принципе, уважать людей, уважать их правила, уважать их обычаи, законы и традиции, то, в принципе, это легче всего воспринимать, ну и спокойнее и дружественнее жить. Удачи, добра и позитива. Всем хорошего настроения, адьос, амигус, увидимся по-прежнему на нашем канале вновь. Адьос. Пока-пока.